Сварочный флюс. Виды, применение, классификация. Вообще, для чего нужен сварочный флюс? Для стабилизации металлургических процессов. Как выглядит флюс? Это гранулы, порошок, можно так даже сказать, там, от 0,2 мм до 4 мм в диаметре. Поставляется он либо в мешках, основная и самая распространенная тара — это мешки по 25 кг. Большие производства иногда берут и покупают целыми тоннами, там по 500 кг по тонне сварочный флюс. Вообще же для чего нужен сварочный флюс? Он также нужен для того, чтобы под воздействием температуры, которая в сварочной ванне, у нас флюс плавится и выделяются газы. И в этой атмосфере, в защитной атмосфере, для защиты именно, происходит сам процесс сварки. То есть флюс нужен для того, чтобы защитить саму сварочную ванну от атмосферы, от тех газов, которые есть в пространстве, которые там кислород, углерод, водород, да все что угодно. Вообще защита, как сказать, предназначение сварочного флюса для защиты сварочной ванны. Также для стабильного горения сварочной дуги, для того, чтобы уменьшить разбрызгивание, для того, чтобы все процессы, которые происходили в зоне сварки, протекали, как правильно сказать-то, максимально качественно и корректно. Это я имею в виду и клоню к тому, чтобы сварочный шов, который у нас получился, он был без дефектов, без спор, без всевозможных там, я не знаю, других нюансов, чтобы он был хороший, качественный. Я тут часто сейчас буду подглядывать в свои записи, потому что по сварочному флюсу, так как я сам занимаюсь там сварочным флюсом, очень много специфических определений, и все названия, и все типы, их невозможно запомнить. Как я, допустим, поступаю на работе? У меня есть ГОСТ, у меня есть методички, у меня есть учебники, и когда что-то мне нужно, я обращаюсь к этой литературе, потому что в голове это все в памяти держать, это просто невозможно, потому что там большой объем информации именно по сварочному флюсу. Дальше что? Кстати, флюс можно использовать повторно. Когда мы используем сварочный флюс в автоматической сварке под флюсом, у нас около 30% сгорает флюса, образуется корка, он переходит в саму шлаковую корку, после чего мы счищаем. А также флюс остается после сварки, и его можно использовать повторно. Там процентов 60 этого флюса. Есть специальное устройство, которое как пылесос, грубо говоря, он выглядит. Он собирает этот флюс, потом мы снова его в бункер, и по-новому у нас технологическая цепочка, технологический процесс замыкается. Это большое преимущество флюса. Это является большим преимуществом флюса сварочного. Флюс по внешнему виду и по процессу изготовления подразделяется на плавленый и неплавленый. Неплавленый часто называют еще керамический. По химическим свойствам, по химсоставу, естественно, у него много наименований, много значений. И самое распространенное значение флюса — это фторидно-основной, алюминатно-рутиловый, алюминатно-основной, кальций-силикатный, марганцево-силикатный. В общем, я сейчас говорю такие слова, это не марсианский язык, и я не матерюсь, поэтому я говорю то, что я часто буду подсматривать, потому что все это держать в голове, я не могу. Я просто пользуюсь учебником, ГОСТом и различными методичками, чтобы правильно подобрать флюс. Даже по назначению флюс у нас используется для низкоуглеродистых материалов, для высокоуглеродистых, для низколегированных, для высоколегированных материалов. То есть, опять же, это для черной проволоки, для цветных сплавов, для различных металлов флюс может использоваться. Основной состав сварочного флюса — это диоксид кремния и марганец. Это процентов, наверное, 60. Вообще сварочный флюс состоит из диоксида кремния и марганца. А также еще добавляют различные добавки, такие как молибден, титан, вольфрам, хром, ванадий. То есть там это все лигирующие элементы для того, чтобы либо воссоздать качество свариваемого материала, либо улучшить качество свариваемого материала. Это все лигирующие элементы, которые очень нужны. Естественно, стоимость флюса у нас зависит от тех лигирующих элементов, которые есть. Дальше, по группам флюс подразделяется на 3 группы. Это оксидные, солиоксидные и солевые. Кстати, у нас есть ГОСТ по флюсам, которым я сам лично пользуюсь. Это ГОСТ 9087-81, прошу прощения.
Теперь по самым распространенным флюсам, какие у нас есть, это АН-47, АН-48, АН-348, это отечественные флюсы, АН-348 с различными буквами, там, В, М и так далее. Мне все раньше было интересно, как же расшифровывается АН? АН — это Академия наук, это в институте Платона придумали, вот такая вот расшифровка. Также по отечественным флюсам, которые есть на данный момент в России, которые можно купить, это достаточно хороший флюс, хорошего качества Keramax. Можно зайти на их сайт, посмотреть, у них большое количество флюсов, плюс они изготавливают под заказ любые флюсы. Также у нас распространены флюсы ESAB, Lincoln Electric. У ESAB это 1071 аббревиатура. У Lincoln Electric там свои обозначения. Хотя вроде бы там американские и европейские бренды ушли, но флюс есть. И тот же ESAB в России у нас производит флюс, причем хороший флюс, хорошее качество данного флюса. Раньше было много украинского Запорожья флюса, ну сейчас его нету. Есть, ну немножко сейчас везут, там цепочку логистики немножко перенастроили. Также сейчас много флюса с Китая. Также хотел сказать по поводу американского обозначения флюсов и европейского. В основном стоит обращать на АВС. Если у нас есть ГОСТ по флюсу, то в Америке АВС. АВС расшифровывается как американское сообщество сварки, как American Welding Society. В общем, если вы хотите, ну, кстати, в интернете очень много таблиц, даже где есть сравнение АВС американское и сразу же российский флюс. Кому звонить, кому спрашивать, где точно узнавать там информацию по флюсу. Допустим, мне нужно сварить черную сталь, у меня материал такой-то, такой-то, либо мне нужно сварить нержавейку под флюсом, процесс автоматической сварки под флюсом. Я обычно, если я чего-то не знаю, если у меня знаний своих личных не хватает и не могу найти информацию там в этих книгах, в методичках, в учебниках, в ГОСТе, я звоню прямо в эти компании, кто занимается флюсом, в тот же Keramax, в тот же ESAB звоню и узнаю, спрашиваю различные моменты, которые меня интересуют. По личной практике хотел сказать то, что я 2 раза сталкивался. Мы ставили автоматические установки для сварки под флюсом. Там мы использовали флюс, 1 раз отечественный, другой раз ESAB. У нас не получалось, у нас были проблемы. И после того, как мы собрались, подумали, ну почему не получается заготовку заварить так, как надо, почему он там не проходит испытания, мы флюс прокалили, и после этого у нас все отлично получилось и в первом, и во втором случае. Для себя я понял то, что любой флюс, который вы покупаете, который у вас есть на производстве, его нужно прокаливать. Режимы прокалки обычно есть в инструкции, либо в паспорте изделия, либо там на официальном сайте можно найти. Ну, в общем, теперь для себя и я всем советую, перед тем, как запускать процесс автоматической сварки под флюсом, прокалите флюс. Это недолго, там все легко и просто, опять же в описаниях это все написано. Что еще сказать? Да, наверное, все. Тут сварочный флюс, очень много информации в интернете. Можете, если я что-то пропустил, я уверен, я много что, возможно, пропустил, то пишите комментарии, либо посмотрите в интернете, либо обращайтесь к профессионалам, к специалистам. Опять же, мое видение такое, если я чего-то не знаю, то я обращаюсь элементарно к специалистам, к профессионалам, кто в этом хорошо разбирается, и они мне дают советы, рекомендации, и помогают с литературой, помогают там с техпроцессом и так далее, с режимами сварки, то есть это нормально. Потому что в интернете иногда, интернет как большая помойка, и там много информации, которая недостоверная, либо ее писали статью там не совсем грамотный специалист, как часто такое бывает. Лучше уж обращайтесь к профессионалам за рекомендацией, за каким-то советом. Всем большое спасибо. С вами был Сергей Витиченко. Всего доброго. До свидания.